Всем доброй ночи. Вы знаете, что очень многое количество моих ритуалов, заговоров, они созданы на основе древних легенд, эпосов, поверий. Поскольку я очень долгое время занималась этнологией, а именно этнологией в основном кавказских и закавказских народов Востока и Азии. И, естественно, очень много было информации, которые попадались мне случайно или не очень, хотя я считаю, что случайностей не бывает. И я видела очень много, то есть таких обрядов, традиций. К сожалению, слова и заговоры были уже утеряны безвозвратно, но когда я начала воссоздавать, примерно по крупицам собирая, что могли сказать люди в этот момент, из древних песнопений, из каких-то поверий, из каких-то высказываний и прочее, получалось очень сильные вещи. Я думаю, что потому что духи за много тысячелетий, привыкшие к этим словам, к этим выражениям, просто-напросто узнавали себя в этих заклинаниях, и именно из-за того работал заговор. То, что я собираюсь дарить вам всем, я советую делать очень-очень редко, в самые тяжелые дни, когда вам нужно победить. Это заговор для победы. Если у вас отбирают имущество, у вас нет выхода иного, вам нужно любой ценой победить. Вы можете это сделать, этот ритуал. Если у вас какое-то судьбоносное дело предстоит, вам нужно победить. Или вы должны знать, что вы должны быть справедливой стороной в этом конфликте, потому что если вы виноватая сторона, помощи у вас не будет. Это первое предупреждение. Обычно я делаю этот ритуал с волчьим черепом, вам череп волчицы не нужно. Вы можете просто фигуру волка взять, а можете ничего не брать, просто темные свечи, черный алтарь. После того, как вы это все сделали, в тот же день или следующий, в течение 3 дней, относите 13 монет, кусок мяса, желательно, чтобы это была говядина, прям хороший кусок мяса. Относите, оставляете возле дерева и говорите: «Откуп мой матери волчицы. Заклинаю, прошу, сделай, как я попросила или попросил». Отворачиваетесь и уходите. Банк ли вам в кредите отказывает, выселяют ли вас, неважно. Вам в этот момент нужно победить. Постарайтесь сделать этот ритуал очень редко, прям буквально, может быть, несколько раз в жизни. Потому что этот ритуал имеет такую, как вам сказать, особенность наказывать тех, которые не впопад, просто из-за каждой мелочи берутся и делают. Я прочитаю вам текст на русском языке, прочитаю вам текст на грузинском языке. Откуда появился вот такой ритуал, на основе которого я, собственно, воссоздала заговор к ритуалу. У грузин магия связана с силами природы, с духами предков, духами животных. Когда они собирались в поход, когда они собирались, на войну, был такой ритуал – просить у матери волчицы или волчьего духа победу. Они выходили на балкон или в сад, чтобы им никто не мешал, либо в комнате закрывались и вызывали дух волчицы, а потом относили и оставляли в лесу кусок мяса. Монеты не оставляли именно вот такие, как сейчас есть, могли золотые украшения оставлять, смотря насколько им эта победа была нужна и насколько они хотели возвращения в живых своих любимых и близких людей. Так вот, ритуал матери волчицы я дарю всем тем, у которых
очень затруднительное положение, и им очень нужно победить. Еще раз говорю, постарайтесь сделать это несколько раз в жизни, чтобы гнев волчицы не обрушилась на вас. Итак, темный алтарь, темные свечи, благовония. На следующий день кусок мяса покупайте. Если вы живете в деревнях, вы можете, в принципе, позволить себе зарубить курицу, отнести прям так, не вышипывая. Да, будет хорошо, можно и так сделать. Но поскольку у нас сейчас такой возможности особо нет у городских жителей, естественно, нужно купить это мясо. Читать заговор нужно 7 раз. После этого никаких других ритуалов заговора вам в этот день совершать нельзя. Все, идете спать. Ничего не бойтесь. Может быть, тень какая-нибудь промелькнет. Может, даже вой за окном услышите, смотря где вы живете. Очень может быть. Вы вызываете этот дух, древний дух волчицы, который дарил ратную победу. Дело в том, что у грузин богиня Победы была с волчьей головой. Волчьеголовую шапку или корону носил и царь Вахтанг, которого прозвали Горгасал, волчьеголовый. Издалека его голова напоминала волка. Персы его назвали Горгасал. Вот он так и остался в истории, Вахтанг Горгасал, основатель Тбилиси. Итак, начнем. Сначала я, наверное, на русском языке прочитаю. Потом на грузинском. На грузинском можете, если сможете переписать, прочитать, будет отличный результат. Еще и 7 раз кверху на грузинском прочитать. Но даже если вы слова будете коверкать или неправильно скажете, ничего страшного в этом нет. Мать волков, приветствую тебя. Душа волка, услышь меня, благослови и помоги, и победу в ратном бою мне подари. Тропой волчьей пойду я, душа волка меня благословит. Я попрошу, подари мне ратную победу. О черные боги, о черные духи, чернобесы, помогите мне. Хочу победить, заклинаю, пусть будет так. Ардман, Занган, придите, вокруг меня ходите, на мягких своих лапках, слово мое берите, до волчьей царицы донесите, пусть услышит меня и подарит ратную победу. Я в долгу не останусь. На грузинском. Окончание на грузинском говорить не буду, только на русском языке сказала полностью. Дедам глео, могисалмеби, гелисули, момисмине, და მილოცე, მომეხმარე, და ბრძოლებში გამარჯვება მე მაჩუქე. მგლის ბილიკით წავალ, მგლის სულით მილოცავს. და ვთხოვ, მაჩუქე ბრძოლებში გამარჯვება. ო შავო ღმერთებო, ო შავო სულებო, შავი სალმებით. შავე შმაკებო, თქვენ დამეხმარეთ, მინდა მოვიგო. Შეასრულეთ, ეგრე იყოს. Медленно читаю, чтобы могли правильно распечатать. Итак, 7 раз читаем. Если сможете и на грузинском языке, конечно, это намного раз усилит вашу просьбу. Но если даже только на русском языке, этого тоже достаточно для того, чтобы победить. На следующий день относим кусок мяса, 13 монет под любое дерево и говорим: матери волчицы, откупаюсь. Я уже говорила слова. Желаю вам победы
И еще раз напоминаю, этот ритуал часто не делать. Всем удачи!